Наберу еще разок. Тони! Поли, мы... Бакала! Тон, не слышу. Мы... Блядь, да как ты заебал! Это Тони? Что сказал? Не знаю. Здравия. Стараюсь даже к системным относиться нейтрально, но и меня уже заколебало. Долго обдумывал, не хотел массы выдавать данную информацию, ибо начнут на соседях и родственниках применять. У нас проблема. Фашистующие карлики уже кучу народа положили. Кладбища растут в геометрической прогрессии. И чем беднее регион, тем большая площадь. Впрочем, это не мудрено. Глупые гои не могут осознать оккупацию СССР последние 35 лет. А после этой войны они развяжут следующую на югах. Казахстан или где-то там рядом. Ребята из спецслужб об этом предупреждают уже лет 20 примерно. Никакого продыха не дадут. ГУЛАГ нарастает. Председатель правительства, директор иностранной корпорации, управляющий оккупированной территорией. Как только пришел вот этот клоун весьма понятной анальности, началась война и строительство информационного концлагеря. Впрочем, это можно было заранее понять по его работе в налоговой. У верхних есть тонкоматериальные защитники, чтобы кого-то из них отправить в лучший мир или сделать овощем. Требуется согласованная атака кучи людей, а лучше человек, чтобы пожечь защитников в том числе. А вот с их подсосниками проще. Им должно стать страшно работать гондоном на систему. Ась за всех это делать не будет. Требуется куча народу. Пишите в комментах, кто не сыкло и подписывается на действия. Пересылайте ролик или инфу, что и когда делать друзьям и знакомым. Никаких законы мы не нарушаем. Мы божественной сущности, нашей воли хватит на любой биокомпьютер. Собственно, знакомьтесь, ментально больное млекопитающее, которое подчиняется звонку по телефону и обустраивает репрессии без конкретных подписанных бумажек. Ну, как и все в этой системе. Глава РКН Андрей Юрьевич Липов. Оно лишает нас доступа к развитию, то есть образованию, которое прекрасно развивается через тот же YouTube. Но это еще полдела, оно лишает многих из нас заработка, а значит пытается нас убить, лишив пропитания. Даже в их конституции прописано, что мы можем следовать устоям, заповеданным нам предками. А устои наши таковы, что если кто-то, или точнее что-то, пытается нас лишить еды, выкрасть родственника, сжечь дом, нападает и так далее, то мы вправе обороняться. Точнее, это наша обязанность. Можем убить даже человека при этом, без каких-то крупных кармических последствий. А это даже не люди. Пора давать им ответку доступными способами. Устроим флешмоб, или условно-дословно мгновенная толпа. Ближайшее полнолуние 1 мая в 20:23 по Москве. Время удобное и дата запоминается. Пусть мается. Превратим главу РКН в овоща. Пусть его родственники потирают ему жопу до конца жизни. Тем более, что они владеют несколькими VPN-сервисами. Все, что происходит, это просто новый вид налога. Ходят слухи от спецслужб, что за 35 лет оккупации РФ заработала триллионы долларов на продаже положенных нам Творцом по рождению ресурсов для развития и созидания. Чего, еще не устали ходить на работу каждый день? А СССР заработал квадриллионы, и все это бабло на счетах за бугром, которое никто никогда не заберет. Но смысл не в этом, а в том, чтобы все вокруг были нищими и поколениями работали работу, обеспечивая райскую жизнь бездельникам, и все новости и все рынки об этом. А теперь что делать? Пишем заранее на листе черной ручкой, я всю грязь именно черной пишу, о том, что вот это существо Андрей Юрьевич Липов, и либо распечатайте листок, либо откройте ноутбук, телефон или компьютер, чтобы подсознание видело его фото. Следует сказать, показать, что вот оно.
Подходите к процессу творчески. Кстати, недавно заместителя главы РКН Беляева зарезал какой-то юный герой в Москве. Чё-то шлюхи-журналюги не рассказали про это. Но это тупо. Лучше соберем толпу и будем их тонкоматериально выпиливать по одному. Они же хотят нас убить и убивают. Есть основания к противодействию. Зажигаем чайную свечку или любую другую. Огонь – универсальный проводник для любого действия. Покупайте только 4-часовые. Ранее финские были 6-часовые, но местные – это позор. Воск загорается. Можно жилище себе спалить. Обязательно под свечку металлическое блюдце. Или еще чего такого подложите. У меня керамический или пробковый подстаканник еще снизу. Продается в магазинах. Для конкретно этого преступника, занимающегося геноцидом, читаем 3 раза установку. Это вот существо, называем ФИО. Можно тыкнуть пальцем в фотку. Делайте, как чувствуете. Лишает нас знаний для нашего развития и заработка через интернет, то есть еды. Чем пытается нас убить? Проклинаю его на инсульт. Проклинаю, проклинаю, проклинаю. И так 3 раза. Текст на свое усмотрение пишите. Все делать в нейтральном состоянии, без эмоций. Листок сжигаем над сковородкой, например. Пепел в унитаз или смыть. Даем прогореть свечки. Дальше посмотрим на новости по ящику. На мой взгляд, такие флешмобы следует проводить регулярно. У любого решения есть фамилии и лица, и они легко гуглятся. Борьба на физическом плане не даст никаких результатов. Стадо больное. Алло. Связь плохая, говорю быстро. Парень, которого вы ищете, бывший русский десантник или хер пойми кто, в одиночку завалил 16 чеченских боевиков. Ти, это ты? Черт подери. Не слыхал, что ты сказал, Тон? Связь плохая, скажу быстро. Парень, которого вы ищете, бывший русский десантник или хер пойми кто, в одиночку завалил 16 чеченских боевиков. Да ну нахуй. Прикольно, да? Он работал на Министерство внутренних дел. Он типа русский зеленый берет. Он не должен вернуться и обо всем рассказать. Ты понял? Я понял. Я серьезно, Поли. Тон! Тон, ты меня слышишь? Блин, блядь! Перезвони. Ты не поверишь. Он убил 16 чехословаков. А раньше был дизайнером интерьеров. А квартирка у него говно.